Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю настолько вкусный шоколадный торт с малиной, что я просто уверен, после приготовления он станет одним из любимых шоколадных тортов для всех, кто любит шоколад и малину в кондитерских изделиях. Шоколадный торт носит название «Малина в сливках», где название говорит само за себя, настолько изысканный и нежный торт получается по данному рецепту. Сочетание шоколадных бисквитов с малиновым кремю, шоколадным ганашем и сливками делают десерт по-настоящему райским наслаждением для всех ценителей изысканных изделий из шоколада. А в сезон малины это лучший рецепт торта к столу на праздничное мероприятие или для домашних посиделок, если есть в наличии малина. Рецепт доступный и рабочий, а со всеми нюансами приготовления я, как обычно, поделюсь в этой публикации. Друзья, сразу хочу добавить, что на шоколадный торт малина в сливках подойдет любая малина, даже если она перемята в кашу, так как нам понадобится только ее мякоть, а не цельные ягоды. В качестве сиропа подойдет любое варенье, джем или топпинг. Обязательно смотрите все особенности рецепта, а также мерные значения продуктов в рекомендациях под данной публикацией. Для приготовления шоколадного бисквита в белки добавляю сахар, соль и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной и плотной меренги. Друзья, когда взбиваете яичный белок, очень важно сыпать весь сахар сразу, а не частями, как это делают большинство кондитеров, так как сахар значительно быстрее растворяется в плотном белке, нежели в пенной массе с пузырями. А более подробно, как правильно взбить белок, я уже писал в своей большой статье, которую вы можете прочитать, пройдя по ссылке под этим рецептом. Вот такая плотная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, получилась. Отдельно на высоких оборотах миксера взбиваю яичные желтки в течение 2 минут, чтобы они хорошо посветлели и увеличились в объеме. Добавляю в меренгу взбитые желтки, недолго перемешиваю миксером. Всыпаю всю муку, просеиваю какао-порошок через мелкое сито. Всыпаю разрыхлитель, перемешиваю сначала лопастями миксера, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись в стороны. Затем включаю миксер на низкие обороты и перемешиваю массу недолго до получения шоколадного теста. Непромешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Перемешиваю. Добавляю растопленное сливочное масло. Окончательно вымешиваю тесто до однородности. В разъемные формы 21 см, предварительно выстеленной пекарской бумагой, вливаю шоколадное тесто. Убираю формы с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. В воду добавляю желатин, перемешиваю желатин в воде, оставляю набухать при комнатной температуре. Для приготовления шоколадного ганаша сливки нагреваю до кипения, но не кипячу, при этом постоянно помешивая их лопаткой. Достаточно, чтобы от сливок пошел пар. Добавляю шоколад, перемешиваю лопаткой до однородной шоколадной глазури, которая имеет международное название шоколадный ганаш. По мере растворения шоколада в сливках ганаш приобретает насыщенный темный цвет шоколада. В этом процессе достаточно, чтобы шоколад просто растворился в сливках. Шоколадный ганаш переливаю в чашу для остывания и убираю в холодильник. Шоколадный бисквит после выпекания получился очень пышный. Оставляю бисквит для полного остывания, перевернув на доску пористой стороной вверх. В сотейник с малиной, установленный на плите, всыпаю сахар. Во время нагревания малина начинает обильно выделять сок. Как только малиновая мякоть закипела, вымешиваю примерно 2 минуты деревянной лопаткой, чтобы получить скорое малиновое варенье. Снимаю сотейник с плиты. Порционов несколько приемов процеживаю малиновое варенье через мелкое сито в чашу. Остатки мякоти снимаю с обратной стороны сита ложкой. Остывший шоколадный бисквит разрезаю на 3 шоколадных бисквитных коржа. Вот такой пористый внутри шоколадный бисквит получился. Рекомендую разрезать ножом-пилой, при отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь очень острым ножом. В теплый малиновый соус вливаю растопленный желатин и перемешиваю. Желатин я растопил в микроволновой печи, вы можете его растопить просто на плите. Для приготовления крема в холодные сливки добавляю сахарную пудру. Вымешиваю сливки до получения стабильного и плотного крема. Друзья, в данном рецепте я использовал деревенские сливки не менее 60% жирности. Поскольку жирность моих сливок очень высокая, я взбиваю их ручным венчиком. Вы можете купить обычные сливки в магазине не менее 33% жирности и взбить до плотного крема обычным миксером. А как правильно взбить сливки миксером, вы можете посмотреть в моей публикации, когда я тестировал сливки молочный гостиниц. Деревенские сливки очень быстро взбиваются в плотный и текстурный крем, что очень удобно. Сливки после взбивания пышные и отлично держатся на лопастях миксера. В сливочный крем вливаю малиновый соус. Активно перемешиваю сливки с соусом, чтобы получить сливочно-малиновое кремю. Шоколадный корж, предварительно установленный в разъемной форме 23 см, пропитываю ягодным сиропом. В качестве ягодного сиропа подойдет любой джем, варенье, топпинг или перетертые ягоды с сахаром.
Если варенье для пропитки густое или приторно-сладкое, просто разведите его кипяченой водой, и вы получите отличный сироп для пропитки. Вливаю часть шоколадного ганаша поверх шоколадного бисквита. Оставляю большую часть на оставшиеся 2 шоколадных коржа. Распределяю шоколадный ганаш по пористой поверхности шоколадного бисквита силиконовой лопаткой. Вставляю ацетатную ленту между коржом и бортом формы. Вливаю половину малинового крему поверх бисквита. Равномерно распределяю его силиконовой лопаткой. Сверху укладываю второй бисквит и проделываю идентичные манипуляции, собирая таким образом торт. Форму с тортом убираю в холодильник минимум на 5 часов, чтобы он полностью остыл и напитался. Мой торт простоял всю ночь. Снимаю кольцо, извлекаю ацетатную ленту. Для декорирования в сливки добавляю сахарную пудру. Взбиваю миксером до получения сливочного крема. Взбивайте на средних оборотах миксера до устойчивых клювиков. Главное не перевзбить сливки. На рабочую поверхность наношу немного сливочного крема для устойчивости. Устанавливаю в середине торт для оформления. На боковину торта наношу сливочный крем плоским шпателем. Вместо шпателя можно воспользоваться широким ножом. Выравниваю сливочный крем по боковине торта. С помощью кондитерского мешка и насадки «Закрытая звезда» номер 352 отсаживаю цветочки по периметру торта в виде сливочного ободка. Шоколад для декора стругаю обычным овощным ножом, формирую шоколадную стружку. Обсыпаю крупными фрагментами шоколадной стружки сверху на торт. Оставшимися шоколадными опилками поменьше обсыпаю боковину торта. 3 спелых инжира разрезаю на четвертинки острым ножом. Вместо инжира можно использовать киви, клубнику или иные фрукты и ягоды по своему вкусу. Окончательно завершаю декорирование торта дольками спелого инжира. Шоколадный торт малина в сливках – это шоколадный десерт с насыщенным вкусом шоколадных бисквитов, нежного малинового крему, ярким вкусом шоколадного ганаша и ароматного декора в виде спелого инжира, шоколада и сливочного ободка. Торт получается настолько насыщенный благодаря ягодной пропитке, что бисквиты сами по себе – это готовые изделия к чаю, а шоколадный ганаш в начинке еще больше усиливает вкус этого великолепного десерта. Торт понравится абсолютно всем, кто ценит вкус шоколада, свежих ягод и сливок. Остановиться перед таким соблазнительным куском торта выше моих сил, а потому я даже после этой порции обязательно возьму добавки, чтобы ощутить всю полноту вкуса. Обязательно приготовьте этот торт сезон малины для себя и своих близких. Рекомендую подавать шоколадный торт малина в сливках к горячему крепкому чаю, кофе, ликеру или вину. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.